Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Зима у нас в самом разгаре. Впереди еще несколько холодных месяцев, январь, февраль, а в некоторых регионах еще и в марте бывают лютые морозы. И мы с вами продолжаем утеплять наших любимых питомцев. И сегодня мы будем шить шапку для собаки. У нас будет 3 разных модели шапки. Это будет снуд с ушками и вот такая вот утепленная шапочка. Мне как-то писали в комментариях, что шапка с ушками это уже излишество, но вот здесь я могу не согласиться. Такая шапка отлично подойдет для собак со стоячими ушами, которые в сильные морозы отмораживают свои нежные ушные хрящики. Ну а третья модель шапки хорошо будет смотреться на маленьких собачулях, таких как чихуахуа или йоркширский терьер. Итак, сегодня у нас целых 3 модели шапки для собаки. Ну что, давайте скорее начинать. Для определения размеров снуда и построения выкройки мы будем снимать с собачки следующие мерки: обхват головы перед ушками, обхват основания шеи и расстояние от линии обхвата головы и до основания шеи. Это будет длина снуда. Обхват головы Джека 32 см, обхват шеи 37, а длина 27 см. У меня должна получиться вот такая трапециевидная выкройка. Чтобы снуд не сидел на голове собаки очень плотно, к обхвату головы и обхвату шеи прибавляем примерно по 5-6 см и по 1,5-2 см в верхней и нижней части для припусков на швы. Для изготовления первой и второй модели снуда нам понадобится минимальный набор материалов – флис и бельевая резинка. По всем получившимся измерениям выкраиваем из флиса трапецию. Вот вы видите, что верхняя часть у нас немного уже основания шеи. По длине снуда складываем ткань пополам лицевой стороной внутрь и сшиваем свободные края, оставляя незашитым вот в этом месте примерно 5-6 см. Это будет отверстие для поводка. Чтобы отверстие для поводка меньше растягивалось, я дополнительно отстрочила его отделочной строчкой. Приступаем к обработке низа снуда. Расправляем края шва в разные стороны и заворачиваем низ снуда внутрь примерно на 1,5 см и прострачиваем его на швейной машине по всей окружности. В верхней части точно так же расправляем края шва, заворачиваем внутрь на 1,5 см и также будем прострачивать на швейной машине, но здесь уже нам нужно оставить незашитым около 1 см для продевания резинки. Продеваем резиночку. Зашиваем ее края и заправляем внутрь отверстия. Вот и все, снуд для собаки полностью готов. Вторая модель снуда у нас точно такая же, только здесь мы уже будем пришивать ушки. Для этого нужно снять с собачки еще несколько мерок. Это расстояние от края до ушек, расстояние между ушками, ширину и высоту ушных раковин. Отмечаем на снуде расстояние между ушами и ширину ушных раковин. Делаем необходимые надрезы. Вырезаем 4 детали ушек по снятым меркам, не забывая добавлять примерно по 7 мм для припусков на швы. Складываем по 2 детали ушка лицом к лицу и будем прошивать их по верхнему краю, оставляя незашитым низ. Выворачиваем и будем пришивать ушки к снуду вот таким образом с внутренней стороны. Ну вот и все, снуд с ушками у нас тоже готов. Теперь ушастики точно не отморозят свои нежные ушные хрящики. Уточняю, очень важно найти правильный размер ширины и высоты ушей собаки, чтобы при эксплуатации уши не заворачивались в трубочку и не прижимались.
Для третьей модели шапки мы снимаем с головы питомца следующие мерки: обхват головы перед ушами, расстояние между ушами, длину от линии обхвата головы и до основания черепа, ширину ушных раковин и высоту ушек. У нас должна получиться вот такая выкройка. Выкройку шапки для собаки вы, как всегда, найдете на страничках нашего блога drtclub.ru. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. Для изготовления этой модели шапки я брала флис для подклада, а для верха я использовала термостежку. Также нам понадобится бельевая резинка и липучка. Выкраиваем все детали. У нас должно получиться 2 основных детали шапки из флиса, 2 детали верха шапки из стежки, по 4 детали ушек из флиса и из стежки и по 4 боковых вставок ушей из флиса и стежки. Начинаем с ушей. Берем одну деталь уха из флиса и будем пришивать к ней боковые вставки с одной и с другой стороны. Пришили, берем вторую флисовую деталь уха и вот таким образом сшиваем все между собой с изнаночной стороны по всей линии верха. Выворачиваем. Одно ухо готово. Все то же самое делаем и со всеми остальными деталями ушей шапки. Приступаем к основным деталям шапки. Сначала сшиваем между собой вот эти части, затем складываем обе детали шапки лицом к лицу и будем сшивать их между собой вот по этой плавной линии. То же самое делаем и с деталями из стежки. У нас получается 2 таких части из флиса и из стежки. К этим основным деталям нам нужно пришить уже готовые ушки. Складываем основные детали и ушки вот таким образом и будем сшивать их между собой с изнаночной стороны. Все те же манипуляции делаем со всеми ушками. Ну вот, основная и подкладочная части шапки уже готовы, но нам еще нужно пришить к ним козырек. Берем 2 детали козырька, одну из флиса и одну из стежки, складываем их лицом к лицу и сшиваем по вот этому полукругу. Выворачиваем, расправляя шов, и будем сверху дополнительно прокладывать отделочные строчки. Ну вот, козырек готов, будем соединять его с шапкой. Находим на козырьке середину и совмещаем с серединой лобной части шапки. Соединяем их друг с другом частями ткани и стежки. Ну а дальше будем сшивать подкладочную часть и лицевую часть шапки между собой. Складываем их вот таким образом и сшиваем по всему периметру, оставляя незашитым примерно 5-6 см для выворачивания. Прошили, выворачиваем, хорошо расправляя все швы. Далее по всему периметру, по краю будем прокладывать отделочную строчку. При этом зашивать отверстие, через которое мы выворачивали шапку, не нужно. Также у нас будет 2 дополнительные строчки по низу и верху шапки. Примерно на расстоянии 1,5-2 см от края мы прокладываем параллельные строчки. Там у нас пойдут утягивающие резинки. Эти строчки делаем параллельно краю, но не до самого конца, а примерно до окончания одной и второй ушной раковин. Через незашитое отверстие будем продевать резинки. Сначала верхнюю часть шапки между параллельно проложенными швами. Чтобы резинка не убежала, пока мы не будем убирать булавку, и будем прострачивать на швейной машине вот в этом месте фиксирующую строчку. Чтобы козырек не собирался, советую также сделать по краям козырька фиксирующие строчки и в этом месте максимально расправить резинку. Ну и соответственно такую же фиксирующую строчку мы делаем и с другой стороны, там где начинали продевать резинку. Все то же самое делаем и с низом шапки. Продеваем резинку. И фиксируем ее строчками с одной и другой стороны. Булавку же вытаскиваем через оставленное отверстие.
Ну и нам осталось лишь зашить отверстие и сделать застежку. Я пришила липучку, но это может быть пуговица или просто точно такая же резинка. Ну вот и все, третья модель шапки для собаки у нас тоже готова.